Азербайджан и Россия движутся к открытому конфликту. Россия ежедневно создает условия, а Азербайджан их использует. У Азербайджана накопилось много долгов, и в последний год они стараются их погасить, перекрывая старые долги новыми. Однако время легких решений закончилось. Чем больше позитивных сигналов поступает с Запада, тем больше обостряется ситуация, что вполне ожидаемо. Азербайджан с самого начала включил в договор условия, которые изначально невыполнимы. Например, из 16 пунктов можно согласовать 15, но на последнем, 16-м, они могут заявить, что его невыполнение приведет к войне. Даже если удастся согласовать все 16 пунктов, появится новый, 17-й. Запад предоставил Азербайджану срок до КОП-29 для окончательного выбора стороны. Если договор не будет подписан в этом году, то реакция Запада будет жесткой. В нынешней ситуации договор с текущим режимом вряд ли будет заключен. Мирное соглашение будет подписано на новых условиях, которые уже выдвинет Армения. Что касается прямых переговоров с Азербайджаном о возвращении армян в Арцах, вынудят Армению пойти на уступки и не обеспечат гарантий ни Армении, ни Арцаху. Это было объектом шантажа Армении с 2020 по 2023 год и закончилось известно чем. Если тогда мы на это не пошли, то сейчас тем более этого делать нельзя. Нельзя просить из слабой позиции 1 на 1. Нужно принуждать с помощью международного сообщества. Без уступок с нашей стороны. До подписания мирного договора не следует обсуждать вопросы, касающиеся Арцаха и Нахидживана. Эти темы можно поднимать только после того, как наши границы с агрессивным соседом будут окончательно зафиксированы и подтверждены. Это необходимо, чтобы вопрос армянской государственности не стал предметом торга. Кремль готовил почву для войны, как Россия предала Армению. За полгода до начала кровопролитной 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Кремль сделал очередной циничный шаг, направленный на ослабление Армении. 21 апреля 2020 года глава МИД России Сергей Лавров недвусмысленно заявил, что Армения должна освободить районы вокруг Нагорного Карабаха и разблокировать транспортные и экономические коммуникации. Этот шаг был не просто дипломатическим маневром, это было открытым требованием, которая играла на руку Азербайджану и Турции, готовившимся к агрессии против армянского народа. Очевидно, что Кремль изначально не имел намерения защищать Армению. Напротив, Россия, позиционирующая себя как друг и союзник, действовала исключительно в своих интересах, оставив Армению на произвол судьбы. Эти требования Лаврова были лишь прикрытием для более глобального плана – обескровить Армению, лишить ее возможности сопротивляться и таким образом создать зависимость от России. И как только Армения начала выполнять эти рекомендации, ее стратегические позиции на международной арене начали рушиться, что стало катастрофой для страны. Еще более возмутительным является то, что армянские власти тогда фактически согласились с этими требованиями Кремля. В обмен на иллюзорные гарантии безопасности и стабильности они пошли на уступки, которые в конечном итоге привели к трагедии. Молчаливое согласие армянского руководства с этой политикой Кремля стало трагедией национальных интересов Армении. Вместо того, чтобы отстаивать свою независимость и суверенитет, власти Армении подчинились давлению Москвы, что привело к ужасным последствиям для армянского народа. Эти уступки – сдать районы вокруг Нагорного Карабаха и открыть транспортные коридоры для Азербайджана – были лишь началом. Они создали прецедент, позволив Баку и Анкаре продиктовать свои условия на поле боя, зная, что Россия не будет вмешиваться, а Армения уже ослаблена. В результате, вместо долгожданного мира и безопасности, Армения получила разруху, тысячи погибших и потерю значительных территорий. Сегодня очевидно, что Кремль сознательно подвел Армению к пропасти. И те, кто в Ереване согласился на эти условия, также несут ответственность за трагедию, постигшую страну. История не простит тех, кто ради краткосрочных выгод или из страха перед Москвой предал свой народ и позволил врагам воспользоваться слабостью Армении. Лавров предлагал сдать 5 районов без определения статуса Арцаха.
Позиция России в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе была направлена на уступки со стороны Армении без каких-либо гарантий относительно статуса Арцаха. В заявлении Сергея Лаврова от 23 сентября 2020 года, за 4 дня до начала войны, сделанном на встрече с делегацией парламента Азербайджана, прямо говорилось о необходимости возврата 5 оккупированных районов и восстановления транспортно-коммуникационной системы, при этом статус Арцаха даже не был упомянут. Такой подход вызывает глубокое возмущение. Почему Россия, которая заявляла о своей поддержке Армении и Арцаха, вдруг требует вернуть территории, не оговаривая судьбу армянского населения этих земель и не обозначая статус Арцаха? Это предложение выглядит как явная уступка интересам Азербайджана, который уже давно добивался захватом этих районов. Еще более тревожным является тот факт, что российская сторона игнорировала позицию армянского руководства. Лавров открыто критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утверждая, что его заявление препятствует урегулированию конфликта. Но можно ли назвать урегулированием то, что предлагается без учета интересов армянской стороны? Возврат территорий без решения вопроса о статусе Арцаха – это фактически капитуляция, которая не гарантирует долгосрочного мира и стабильности в регионе, что мы и получили. Кремль, выступая за возвращение территорий и игнорируя статус Арцаха, фактически продемонстрировал, что готов пожертвовать интересами Армении ради своих собственных геополитических целей. Это не просто предательство союзника, это игра на руку Азербайджану и Турции, которые стремились к реваншу. Армянские власти, несмотря на давление со стороны России, обязаны были защищать национальные интересы и не соглашаться на уступки, которые ставили под угрозу существование Арцаха. Но, к сожалению, история показала, что власти Армении служат и всегда служили Кремлю, и это привело к катастрофическим последствиям. Таким образом, из всего этого становится очевидно, что Россия предлагала сдать территории без каких-либо гарантий для Арцаха, что стало очередным примером того, как Кремль использовал Армению в своей геополитической игре, оставляя армянский народ на произвол судьбы. Пашинян сделал ряд заявлений. Возможен ли долгосрочный мир на Южном Кавказе и реален ли он? Это вопрос, на который должна ответить не только Армения, но я попробую ответить на нашу часть вопроса с точки зрения Армении. Долгосрочный мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реалистичен. Вы часто слышали, что 80% мирного договора согласовано. На данный момент 13 статей и предисловие проекта договора полностью согласованы. Еще 3 статьи, состоящие в основном из пары предложений, согласованы частично. Одно из предложений согласовано, другое нет. Учитывая то, что согласованные статьи, по сути, включают ключевые принципы международно принятых положений установления отношений, Армения предлагает взять то, что уже согласовано, подписать и получить основополагающий документ, после чего продолжить обсуждение по остальным вопросам, тем более, что одной из согласованных статей предусмотрен механизм, дающий возможность сторонам при помощи совместного механизма продолжить обсуждение. В последнее время делается попытка представить, что заявление от 9 ноября 2020 года предполагает обеспечение безопасности коммуникаций третьими силами или страной. Но скажу сразу, подобное понимание не имеет отношения к реальности, заявил Пашинян на форуме «Ереванский диалог». Функция безопасности и ее гарантия в вопросе открытия коммуникаций возлагается на Армению. Было бы нелогично, чтобы на территории суверенного государства безопасность обеспечивало другое государство. Ни один партнер не имеет права обвинять Армению в невыполнении заявления от 9 ноября. Он также отметил, 7-й пункт трехстороннего заявления гласит: внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как видимо, после того, как в 9 ноября 2020 года президенты России, Азербайджана и я подписали это заявление, на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы не только не вернулись имеющиеся на этот момент армянские беженцы, но в сентябре 2023 года Нагорный Карабах был полностью депопулирован с помощью этнической чистки армянского населения. 8-й пункт трехстороннего заявления гласит:
производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. По сей день в Азербайджане есть армянские военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица, и по сей день они не возвращены. И это также положение, которое есть в трехстороннем заявлении, но не выполняется. Ни один из партнеров не имеет ни одного основания предъявлять Армении обвинения в неисполнении какого-либо из положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Но, как видим, Республика Армения, как и любой независимый наблюдатель, имеет основания заявлять, что другие стороны трехстороннего заявления не выполнили свои обязательства, как минимум полностью. Азербайджан, в свою очередь, заявил, что не считает приемлемым предложение Армении по тексту мирного договора. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в очередной раз выдвинул обвинение в адрес Армении в отвлечении общественного мнения от реальной ситуации. Он отметил, что армянская сторона в ответ на комментарии, представленные Азербайджаном, попыталась игнорировать проблемы, удалив положения, которые необходимо отразить в проекте. Отметим, что по этому поводу сенатор США Бен Карди заявил следующее: «Мы должны быть вовлечены, чтобы Армения могла защитить себя и принимать независимые решения. Это означает вывод России из Армении. Это также означает регулирование отношений Армении с Азербайджаном и Турцией, что чрезвычайно важно для открытия других путей для торговли». Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски нашего канала. Спасибо за ваши лайки, комментарии и за вашу большую поддержку.